Здравствуйте, друзья! Повсеместная мода на беспроводные наушники привела к тому, что сейчас на улицах практически не встретишь людей, у которых от ушей тянутся провода к телефону. При этом большая часть наушников имеют такой себе AirPods Style. И надо заметить, что большая часть этих AirPod'ов это дешевые подделки, так как желание выглядеть модно зачастую не соответствует финансовым возможностям. Xiaomi, как инновационная компания, конечно же не осталась в стороне, выпустив целую линейку беспроводных наушников, купить которые может позволить себе каждый и получить отличный звук за адекватную стоимость. Мой сегодняшний обзор как раз про такие наушники. Встречайте Xiaomi AirDots TVS. В моем случае наушники приехали в бело-синей коробке, более яркой, чем привычные бело-серые экосистемные упаковки. Большая часть всех надписей выполнена иероглифами. На задней стороне традиционно параметры устройства. Здесь тоже все поясняющие надписи на китайском. Конкретно эта модель ориентирована на китайский рынок. Слева внизу указан месяц производства, апрель 2019 года. Параметры. Время воспроизведения до 4 часов, время ожидания 150 часов. Полное время зарядки 2,5 часа. Зарядка именно наушников 1,5 часа. Bluetooth версии 5.0. Дистанция до 10 метров. Емкость аккумуляторов наушников 40 мАч. Емкость зарядной станции 300 мАч. Диапазон от 20 до 20 тысяч Гц. Чувствительность 106 плюс-минус 3 дБ. Коробка оказалась почти вдвое больше, чем нужно. Внутри нее была картонная вставка с перегородками. Примерно четверть объема занимает овальная коробка зарядной станции с наушниками. В соседнем отсеке находится зарядный USB-microUSB кабель, традиционно для Xiaomi плоский, и пакетик с силиконовыми амбушюрами. Еще внутри оказался буклет с инструкцией. А почти половину объема коробки занял китайский воздух. В пакетике оказалось еще два дополнительных комплекта амбушюр, большой и маленький. Средний уже установлены на наушники. Инструкция, как и большинство надписей на коробке, на китайском языке. Чтобы разобраться со всем этим, можно воспользоваться камерой и Google переводчиком. Для хранения и зарядки наушников используется небольшой и аккуратный пластиковый кейс с логотипом Mi на крышке. Логотип, как и крышка, белого цвета и сливается с материалом корпуса. На задней стороне разъем для подключения питания в формате microUSB. Лично я бы предпочел уже USB Type-C. На нижней стороне параметры потоку заряда и напряжению. Максимум 300 мА, что позволяет заряжать наушники от любого, даже самого слабенького блока питания. Под магнитной крышкой док-станции находятся отсеки для наушников. Они не одинаковые по форме, правый и левый местами поменять не получится. Наушники держатся в своих отсеках благодаря магнитам. В каждом имеется по два подпружиненных зарядных контакта. В транспортировочном положении контакты прикрыты пленкой. При установке наушники благодаря магнитам сами прыгают в свои места, доставать их тоже несложно. Наушники среднего размера, я бы сказал универсальные. Вес каждого чуть более 4 грамм и оригинальный, не набивший оскомину яблочный дизайн. Длина корпуса каждого наушника около 2 см. Все грани овального корпуса скруглены, чтобы не вызывать дискомфортных ощущений при прослушивании. Довольно миниатюрная док-станция, длина которой всего 6 см, без проблем поместится в любом кармане и самой маленькой сумке. Подключение и отключение реализовано максимально просто. Для этого нужно просто извлечь наушники из док-станции или для отключения установить зарядные отсеки. Для первого подключения наушника их достаточно извлечь из бокса. При одновременном извлечении ведомый наушник правый, на его корпусе загорается белый светодиод. При сканировании Bluetooth окружения обнаруживается устройство Mi AirDots Basic R. В этом случае наушники подключаются как одна стереогарнитура. К смартфону Xiaomi Mi 8 Lite наушники подключились, используя профиль A2DP и кодек SBC. Но наушники при необходимости можно подключать и по отдельности, левый и правый. Тогда дальность работы каждого составит до 10 метров, но в монорежиме. А в стерео расстояние между правым и левым наушником не может превышать 2-3 метра. Такое подключение удобно для использования наушников двумя людьми. Для управления используется сенсорная панель на наушнике. Короткое нажатие – старт-стоп воспроизведения. Двойной тап – вызов голосового помощника. И длительное нажатие – включение и выключение наушников. Xiaomi AirDots TVS имеют хороший запас по громкости.
и проблем с прослушиванием даже в громком общественном транспорте типа метрополитена не будет. Очень неплохие басы, сбалансированы верхние и нижние частоты, правда детализации не всегда полностью хватает. Но все равно прослушивание очень комфортное при совершенно разном музыкальном материале. Кратковременных обрывов при прослушивании, присущих недорогим Bluetooth гарнитурам, у AirDots я не заметил ни разу. В качестве телефонной гарнитуры тоже работает без нареканий. Собеседника слышно хорошо и громко, и вас собеседник тоже слышит четко и ясно. При разговоре используется микрофон правого ведомого наушника, и если слишком громко, то прикрывать рукой следует именно его. Кстати, в этих наушниках используется интеллектуальная функция шумоподавления. Учитывая довольно невысокую стоимость этих наушников, могу сказать, что они таки приятно меня удивили своим качеством воспроизведения. При зарядке на корпусе док-станции загорается красная точка светодиода, когда зарядка завершена, переключается на белый цвет. То же касается и наушников, красный диод при зарядке, а вот когда они заряжены, то светодиод просто гаснет. Реально, по длительности проигрывания музыки при громкости примерно 70% их хватило более чем на 3,5 часа. В ухе наушники держатся хорошо, мне подошла средняя амбушюра. Помним, что в комплекте есть дополнительный большой и маленький наборы. Как по мне, гарнитура выглядит аккуратно, ничего не торчит. Ощущение, что наушник вот-вот выпадет, нет, все очень удобно. Xiaomi не подвели и в этот раз. За относительно небольшую стоимость, особенно в сравнении с оригинальными AirPods, они предлагают качественные, красивые и удобные наушники. Отличное звучание, компактный размер, оригинальный дизайн. Если вы присматриваете себе беспроводные наушники, то Xiaomi AirDots вполне может справиться с этой ролью. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее. До новых встреч!